Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы поговорим о важнейшем астрологическом событии 2025 года – переходе Юпитера в знак Рака, который произойдет 9 июня 2025 года и продлится вплоть до 30 июня 2026 года. Юпитер — это планета большого счастья, расширения горизонтов, возможностей, веры, роста, удачи, образования, путешествий и изобилия. Все, к чему прикасается Юпитер, он все увеличивает. Он словно мощная лупа, которая расширяет ту сферу, в которую он попадает. Юпитер в этом году входит в знак Рака, где будет находиться в экзальтации, то есть будет чувствовать себя как дома, максимально комфортно и сильно. Это один из лучших знаков для Юпитера. В этом положении он раскрывает свою доброту, щедрость, заботу, защиту, исцеляет и вдохновляет. Это время, когда люди становятся более мягче, душевнее, когда удача приходит через семью, род, недвижимость, заботу о близких, интуицию и эмоциональную глубину. В прошлый раз Юпитер находился в знаке Рака с 26 июня 2013 года по 16 июля 2014 года. Вспомните, что происходило в вашей жизни в этот период. Часто Юпитер в Раке дает переезды, расширение жилья, беременность, возвращение к родным корням, эмиграцию, строительство дома, а также восстановление после кризисов. Если вы помните, пишите в комментариях, как у вас проигрался прошлый транзит Юпитера по знаку Рак в 2013-2014 годах. Пишите, кто вы по знаку зодиака и как он у вас проигрался по асценденту, по Солнцу, по Луне, какие у вас события происходили в жизни. Мне будет очень интересно почитать. Лично у меня, я помню, в тот период с 13 по 14 год проигрался как расширение в моей семье, то есть появление нового члена семьи. Так как знак Рака связан с семьей, я помню, что тот год была очень эмоциональная связь с семьей. Мы очень часто проводили время в кругу семьи и были улучшения отношений. Поэтому пишите, как у вас проигралось. Может быть, вы помните, что тогда происходило. Может, действительно очень важные события происходили в вашей жизни. Также Юпитер еще отвечает за философию, образование, международные отношения, социальные законы, религия, дальние путешествия. Это планета, которая указывает на то, куда будет направлен вектор коллективного роста, где человечество будет искать смысл и куда будет стремиться развиваться в ближайший год. Обычно Юпитер действует как усиливающая линза. Он расширяет ту сферу, куда попадает, и запускает там рост, развитие, обучение, оптимизм, движение вперед. Когда Юпитер переходит в знак Рака, он попадает в зону своего наилучшего положения. Рак — это знак, связанный с домом, родом, нацией, землей, материнством, внутренней безопасностью, памятью, чувствами, заботой, наследием, корнями, народом и эмоциями. Это не внешний знак действий, а внутренний знак чувствования и принадлежности. Поэтому Юпитер в Раке будет расширять все, что связано с темой дома, семьи, нации, внутреннего эмоционального укрытия. Это будет глобальный сдвиг от внешней гонки за успехом к глубоким вопросам. Где ваш дом, кто ваша семья и где вы чувствуете себя в безопасности и кому вы принадлежите. В мировом масштабе это может привести к усилению националистических процессов, к возвращению к традиционным ценностям, к усилению политики, направленной на защиту границ, укрепление семейных институтов, а также к более активной помощи беженцам, матерям, детям и уязвимым категориям населения. Юпитер управляет законами и международными договорами, а в знаке Рак он направит свое внимание на реформы, касающиеся миграции, гражданства, родительских прав, защиты детей, беженцев, земли, наследства, сельского хозяйства и национальной безопасности. Все эти сферы будут высветлены. Возможно, в 2025 и 2026 году будут приняты важные юридические инициативы, которые будут касаться семьи, образования, защиты материнства, а также границ и территориальных прав. На фоне затяжных глобальных кризисов и конфликтов Юпитер в Раке может также принести попытки вернуть земли, пересмотреть государственные границы, особенно те, которые связаны с исторической памятью народов. Это время обостренного чувства принадлежности к стране, культуре или нации. На уровне социума возрастет интерес к своей родословной, к восстановлению семейных традиций, к национальной кухне, к теме внутреннего комфорта.
Люди будут больше стремиться к стабильности, к укорененности и к эмоциональной защите. Это время, когда важным становится не то, сколько вы зарабатываете, а есть ли у вас с кем поужинать вечером и кто вас обнимает. В этот период будут особенно востребованы темы психологии, работы с детскими травмами, семейной терапии, эмоционального интеллекта, домашнего уюта, материнства, беременности, грудного вскармливания, народной медицины. Все, что связано с домом, семьей, уютом. Могут возрасти резко интерес к воде, островам, морям, океанам. Вероятнее всего будет рост туризма в теплые страны, туда, где чувствую себя дома, душевно, с традициями, с заботой. Не знаю, такие страны, к примеру, как Турция, Грузия, Греция, Италия, острова. В эмиграции и релокации будет происходить переоценка. Многие осознают, что их не устраивает жить в деньгах, но без корней или без семьи, родных. Будет много эмоциональных возвращений домой. Кто-то по-настоящему вернется в родной город или страну из эмиграции, а кто-то к себе, к семье или детям. Я прям уверена, что в ближайший год, когда Юпитер войдет в знак Рака, начнется прям такая волна воссоединения семей. Возможно, у кого-то кто-то переедет к родственникам, кто-то съедется, вместе будет жить. Или родители приедут к вам в другую страну, эмигрируют и начнут жить вместе с вами в одном городе или даже в одном доме. Кто-то, наоборот, решит, что больше не хочет находиться в эмиграции, как бы не было хорошо, что хочет жить там, где он родился, или там, где находится его семья. На уровне личности Юпитер в Раке будет усиливать у всех нас потребность в принадлежности, в семье, в тепле, в защите. Также он даст рост всем, кто работает в сфере заботы, лечения, психологии. Станут успешными те, кто помогает другим почувствовать себя в безопасности. Это также год, когда обостряется тема рода, материнства, беременности, детства, эмоциональных привязанностей, тоски по прошлому. Поднимутся глубокие темы памяти, истории семьи, травм, связанных с родителями, особенно с матерью. Юпитер в Раке будет побуждать к внутреннему взрослению через принятие себя, через заботу о себе и других и через соединение с чувствами. Это отличное время для исцеления, внутренней терапии и обретения духовной зрелости. Мир станет более чувствительным, но и более цельным. И в год Юпитера в Раке истинное изобилие приходит не к тем, кто захватывает, а к тем, кто защищает, кто умеет сохранить и несет тепло. Кстати, я еще вспомнила, так как Юпитер у нас планета удачи, расширения, а знак Рака — это знак семьи, дома. Может, кто-то из вас задумывался или задумывается о семейном бизнесе. Это очень хорошее время, Юпитер вам в этом поможет. Может, кто-то открывает гостиницу и будет там работать вместе с всей семьей, или ресторанное дело. То есть все, что связано с семьей и бизнесом, тоже будет очень хорошо начинать по Юпитеру в Раке в этом году. В зависимости от того, в какой дом гороскопа Юпитер попадает у вас, там в этой сфере происходит расширение, рост и вас ждет удача. Давайте рассмотрим для каждого знака по отдельности и начнем с Овна. Овни, Юпитер у вас попадает в ваш 4-й дом гороскопа. Это зона, которая связана с домом, семьей, недвижимостью, ощущением безопасности, корнями, родом и фундаментом вашей жизни. Это очень глубокий внутренний дом. И когда туда попадает Юпитер, планета роста и расширения, у вас может начаться совершенно новый этап, связанный с жильем, семьей, возвращением к себе. У кого-то это может проиграться через переезд. Вы вдруг почувствуете, что хотите жить в другом месте, возможно, ближе к природе, к родителям или просто там, где чувствуете себя как дома. Возможно, кто-то из вас примет решение уехать из эмиграции, особенно если в последние годы вы чувствовали, что потеряли связь с корнями. Кто-то из вас купит жилье или получит его в наследство. У других овнов будет возможность расширить свою жилплощадь, переехать в более комфортные условия или обустроить свое пространство так, чтобы в нем было по-настоящему уютно и тепло. У кого-то в семье может появиться ребенок, внук или новые родственники, с которыми вы сблизитесь. Возможно, восстановление отношений с мамой, отцом, с близкими, с которыми был разрыв. Этот транзит помогает выстроить заново ощущение внутренней опоры. И это не про работу, не про успех, а про то, чтобы у вас был внутренний дом. Эмоциональный, душевный, такой, где можно быть настоящим. Юпитер здесь может дать желание создавать, кормить, заботиться,
обустраивать, окружать себя близкими, особенно если до этого вы были слишком в делах или забыли про душу. Кто-то из вас получит возможность работать из дома, начать семейный бизнес, развивать дело, связанное с уютом, дизайном, психологией, женским сопровождением, воспитанием детей и даже просто с кулинарией или созданием теплой атмосферы. Все, что связано со знаком Рак. Это также период, когда вы можете уехать в деревню, на остров, в страну, где вы чувствуете душевный отклик. У каждого для вас это свое место, где вы чувствуете себя в безопасности, спокойно. У тех овнов, кто давно хотел уехать, но боялся, появится шанс сейчас переехать туда, где действительно дом, даже если это не ваша родина. Кто-то решит восстановить родовые связи, делать родовую терапию, изучать свое происхождение, наводить порядок в документах семьи. Кстати, насчет документов, 4-й дом еще связан, так как он связан с местом жительства, может быть у вас будут будете подавать документы на вид на жительство, ПМЖ, гражданство. Юпитер вам в этом поможет. Кто-то из овнов узнает о беременности, может не о своей беременности, а кто-то из ваших родственников или кто-то в вашей семье ждет пополнения. Возможно, в этот период вы встретитесь с родственниками, с которыми давно не виделись, или кто-то из родственников переедет к вам жить. Не обязательно к вам в дом, может быть, в ту страну, где вы живете, или в тот город по соседству с вами, поближе к вам. 4-й дом у нас связан с мамой, поэтому может быть какие-то важные события в жизни у вашей мамы, улучшение ее условий, или у нее будет переезд. Если вы не ждете гостей, возможно, вы поедете в гости к своей маме, к своей бабушке, в места детства, там, где вы жили, или просто поездки на родину, запланированные, незапланированные, встречи с родственниками, посиделки с ними в кругу семьи. Юпитер в этом году научит вас, что ваша настоящая сила — это не ваша работа, не ваш статус, а ваш дом, ваши чувства, ваши корни и ваша способность быть настоящим и любить. Тельцы, у вас это 3-й дом гороскопа. 3-й дом — это зона, связанная с коммуникацией, обучением, документами, поездками, связями, информацией, продвижением, речью, интеллектом и даже техникой. Юпитер — планета расширения и роста, а в 3-м доме он может принести вам совершенно новый уровень активности, знаний, общения и движения. Это может быть год, когда вы начнете учиться. Кто-то пойдет на курсы, кто-то получит диплом, кто-то сдаст экзамен или подготовит важные документы. Или, может быть, наконец-то вы решитесь пойти на курсы вождения, приобретете автомобиль. Это может быть связано также с иммиграцией, визами, официальным оформлением и поступлением. Кто-то из вас будет много ездить, особенно на короткие дистанции. К примеру, в соседние города, к родителям, решать бытовые или семейные вопросы, или просто по делам. Потому что 3-й дом у нас отвечает за короткие поездки. И на ближайший год у вас их может стать намного больше обычного. Юпитер у нас планета подарков, поэтому, возможно, если вы давно мечтали или планировали, в этом году вы, возможно, решитесь на покупку автомобиля, замену автомобиля, оформление документов на машину. У кого-то из тельцов просто будет возможность передвигаться свободно, особенно если раньше вы были в этом ограничены. Юпитер вам в ближайший год даст очень много общения, расширит ваш круг. Может быть, появятся новые соседи, коллеги, с которыми вам будет очень приятно работать вместе. 3-й дом у нас еще и братья и сестры. Может, у вас появится брат или сестра, или какие-то очень важные перемены и улучшения в их жизни. Кто-то из тельцов может начать вести блог, писать тексты, записывать видео, развивать свои социальные сети. В этом вас будет ждать успех, потому что Юпитер вас будет поддерживать. Особенно хорошо пойдут темы, которые связаны с психологией, материнством, заботой, семейной темой. 3-й дом также еще связан с работой с бумагами, документами, подачами, какими-то регистрациями. Здесь вас тоже ждет успех. Для вас это будет очень насыщенный интеллектуальный год. Вы как будто проснетесь и начнете говорить, писать, оформлять, делиться, договариваться. Все, что связано с транспортом, обучением, школой, курсами,
техникой, документами, переговорами, новыми знакомствами. Все это будет расширяться. Все эти темы будут активированы в ближайший год, и в этих сферах вас ждет успех. Юпитер в Раке очень мягкий, теплый, заботливый. Удача будет приходить через душевные разговоры, родственные связи, поддержку, общение, в котором есть эмоции. Кто-то может наладить отношения с родственниками, с кем давно не говорил. Очень многие тельцы в этом году пойдут на обучение, запишутся на курсы языка, курсы вождения, получат наконец-то водительские права, приобретут автомобиль, технику. Все, что связано с третьим домом, можете начинать смело в этом году. Юпитер будет только помогать вам и давать возможности. Хватайтесь за них и пишите в комментариях, какие у вас планы и как у вас будет проигрываться Юпитер в третьем доме. Близнецы, для вас Юпитер переходит в ваш второй дом. Это дом денег, ресурсов, ценностей, личных доходов, самооценки, материальной опоры, заработков, собственности и способности обеспечить себя. Это один из самых ощутимых и практичных домов, и Юпитер здесь может дать вам реальный прирост финансовых возможностей, рост доходов и внутреннюю стабильность. Кто-то из вас получит новую работу с более высоким окладом, кто-то начнет монетизировать свои таланты, хобби, умения. Возможно, вы осознаете, что можете зарабатывать иначе, более мягко, стабильно, через то, что вам по-настоящему близко. Особенно хорошо будет идти все, что связано с заботой, сервисом, обучением, питанием, товарами для дома, семьи, все, что связано с детьми, психоэмоциональной поддержкой. Также второй дом — это не только деньги, это ваша система ценностей, и Юпитер в Раке здесь может дать вам ощущение, что вы заслуживаете большего. Вы начнете по-другому относиться к себе, к своей работе, к тому, что вы даете людям. И как только вы внутренне поверите, что достойны большего, тогда деньги начнут к вам приходить. Это может быть год выхода на новый финансовый уровень, на новый уровень заработка. Кто-то из вас поднимет цену на свои услуги и увидит, что к вам пришли более осознанные клиенты. Кто-то получит крупный заказ, контракт, государственную помощь, стабильный доход или помощь от родственников. Возможно, вам вернут долг, выплатят компенсацию, оформят финансовые документы, наконец-то одобрят подачу на помощь, о которой вы давно мечтали. Юпитер может принести во втором доме не просто деньги, а чувство достатка, когда вы можете спокойно покупать еду, одежду, обустраивать быт, не переживая за каждый цент. Кто-то из близнецов наконец-то приобретет базовые вещи: мебель, технику, кровать, посуду, одежду, все, что связано с ощущением, что у вас есть свой угол и свои вещи. Также это может быть период, когда вы научитесь чувствовать свою ценность. Вы будете говорить твердо, спокойно, без страха, что ваша работа стоит таких-то денег и что вы хотите получать за это столько-то, столько-то. Это может стать годом укрепления вашего бизнеса, особенно если вы работаете с клиентами напрямую. Кто-то начнет продавать товары, обучать, консультировать, и это даст вам стабильный доход. Второй дом также связан с теплом и потребностями, и вы можете начать лучше заботиться о себе. Питаться, отдыхать лучше, покупать то, что давно откладывали и не позволяли себе. Это не об импульсивных покупках, а о том, чтобы наконец-то дать себе базовое: еду, спокойствие, ощущение, что вы в порядке. Возможно, оформление постоянного дохода. Зарплата, пособие, алименты, грант, донаты, если вы работаете с аудиторией, конечно же. Это год, когда можно реально почувствовать, что вы стоите многого и умеете это удерживать. Юпитер не просто даст вам деньги, он даст вам уверенность в себе, если вы перестанете бояться, если вы пойдете в сторону заботы о себе, душевного комфорта, если вы позволите себе не только говорить, но и зарабатывать. Все начнет прирастать другим образом. Юпитер во втором доме — это прекрасно. Весь ближайший год у вас будут расти доходы, вам будут дарить подарки, к вам легко будут приходить деньги. Все, что связано с финансами, с ценностями, с материальной стабильностью, все улучшится в ближайший год. Раки, вы становитесь счастливчиками этого года. Юпитер переходит в ваш знак до 30 июня 2026 года. Юпитер — это планета большого счастья, роста, удачи, расширения, поддержки свыше. И когда она идет по вашему знаку,
как будто бы освещает вашу личность целиком. Это момент, когда начинается новый 12-летний цикл вашей жизни. И все, что вы запускаете в этот период, может развиваться и приносить плоды долгие годы. Вы почувствуете настоящий подъем, как будто вам вернутся силы, вера в себя, энергия двигаться вперед. Вы снова захотите жить, мечтать, планировать, делать шаги, которые давно откладывали. У кого-то из вас может быть выход из депрессии, восстановление после тяжелого периода, мощное внутреннее исцеление. У других раков просто ощущение, что все наконец-то складывается, появляются люди, деньги, возможности, поддержка. И главное, вы сами начинаете чувствовать себя на своем месте. Этот год — это время, когда вы будете более видимыми. Люди начнут к вам тянуться, вам начнут доверять, у вас появится авторитет. Кто-то может резко выйти в свет, стать популярным, заявить о себе, особенно если вы работаете с публикой или запускаете свои проекты. Это очень хорошее время, чтобы начать все с чистого листа. Изменить внешность, имидж, стиль, запустить блог, создать личный бренд, оформить документы, открыть бизнес, переехать, сделать первый шаг в том, что вы давно хотели. Вы как будто будете обновляться и становиться той версией себя, которая уже не прячется, не защищается, а спокойно идет туда, куда хочет. Это год, когда важно ничего не бояться. Юпитер дает вам удачу. И дает удачу тем, кто делает именно первый шаг навстречу людям, идеям, дороге, переменам. Тем, кто не сидит на месте. Не бойтесь показаться, кто вы есть. Не бойтесь сказать, что вы хотите. Ваша искренность и чувствительность становятся вашей силой в этом году. Также у многих раков возможно начало важнейших личных процессов. У кого-то это начало новых отношений, у кого-то переход на новый уровень с партнером. Возможно, вы решите пожениться, вам сделают предложение, или вы решите завести ребенка, так как Юпитер находится в знаке рака. Может, вы решите съехаться, вместе жить. Возможно, вас заметят, оценят, сделают вам предложение в делах. Также это может быть резкий рост уверенности в себе, когда вы наконец-то скажете, что больше не будете соглашаться на меньшее. Это может быть старт собственного дела, начало новой профессии, получение визы, смена гражданства, переезд в другую страну. Кто-то получит первый крупный доход, победу или статус. Но самое главное, вы начинаете чувствовать, что жизнь на вашей стороне. Все, что вы запускаете в этом году, будет поддержано Юпитером. Поэтому лучше в ближайший год не сидите на месте, не прячьтесь, потому что это ваш год, ваш рост, ваш шанс выйти из зоны комфорта и дать себе то, чего вы так долго ждали и хотели. Идите в ту сторону, где есть жизнь, Юпитер вас прикроет. Далее львы. Для вас Юпитер будет проходить по вашему 12-му дому. Это дом завершений, тайн, изоляции, внутренней трансформации, интуиции, духовности, уединения, эмиграции, скрытых процессов, работы за кулисами и внутренней веры. Это особенный транзит, потому что Юпитер здесь не толкает наружу, а наоборот зовет внутрь. Это время, когда ваша душа захочет отдыхать, перезагружаться и отдаляться от лишнего. Юпитер в 12-м доме может дать потребность в уединении. Многие львы могут решить эмигрировать, особенно на острова, или жить там, где есть вода, какие-то источники, водоемы, море, океан, неважно. Кто-то решит уехать в деревню, в ретрит, просто в изолированное место или на отдых. Кто-то просто отойдет от социальных сетей, шума, окружения, которое вас больше не напитывает энергией. Это время восстановления физического, эмоционального и духовного. Кто-то из вас может переживать важный этап завершения. Закроется длительный проект, отношения, жизненный цикл, который уже себя исчерпал. Это не всегда легко, но все, что будет завершаться, уходит с благословением, потому что Юпитер в 12-м доме будет открывать вам двери в более тонкий мир. К вам будет приходить хорошая интуиция, ваши сны будут становиться значимыми, появятся знаки, поддержки из невидимого мира. У кого-то откроются сильные духовные способности, потребность в медитации, в молитве, в контакте с собой. Это год, когда стоит уделять внимание душе, сну, но не как изоляции, а как способу восстановления связи с собой. А может, кто-то из вас будет работать в изолированных местах, в больнице, в санатории, в отеле.
Кто-то уйдет в творчество, в уединение, когда будете создавать что-то, что не на виду, или скрывать от других. Это может быть все что угодно. Книга, музыка, проект, который вы пока не хотите никому показывать. Может, вы начали чем-то заниматься или начали монетизировать свое хобби, но пока не хотите об этом никому рассказывать, пока проверяете почву, как понравится ли вам, действительно ли это ваше дело, и потом, возможно, вы решите рассказать об этом всем. Кто-то из львов может заняться благотворительностью, заинтересоваться в этот период. Будете помогать пожилым людям, детям, животным. И в этом вы можете найти свое настоящее служение. Также это отличное время для работы с психологом, терапией, проработкой старых внутренних узлов, для отпущения обид, разрывов и боли. Юпитер здесь не только про внешние события, сколько про освобождение изнутри. Это тихий, глубокий и невероятно важный год, когда за кулисами может происходить самое настоящее исцеление. Не бойтесь быть в тени, не бойтесь отпустить то, что держали годами. Не все нужно решать усилием и удерживать. Иногда, чтобы жизнь сдвинулась, нужно просто остановиться и позволить себе тишину. Именно в этом молчании Юпитер может принести вам откровение. Дальше у нас Девы. Для вас, Девы, Юпитер переходит в ваш 11-й дом. Это дом будущего, социальных связей, мечт, друзей, коллективов, аудиторий, сообществ и проектов, направленных на других людей. Юпитер здесь приносит вам возможность выйти в свет, заявить о себе, расширить круг общения, получить поддержку от единомышленников и построить что-то значимое не только для себя, но и для других. Это время, когда вы можете почувствовать, что готовы быть частью чего-то большего. У кого-то это будет развитие блога или запуска YouTube-канала. Кто-то выйдет на сцену, начнет вести людей за собой, откроет онлайн-школу, соберет команду или запустит проект, который вдохновит других. В этот период ваше слово может быть услышано, ваша история найдет отклик, а ваши знания будут востребованы. Также это год, когда вы можете найти свое окружение, людей, рядом с которыми вы не напрягаетесь, не играете роли, а просто чувствуете, что это ваши люди. Друзья, соратники, духовное комьюнити, люди, с кем можно просто поговорить по душам и вместе расти и двигаться в одном направлении. Кто-то из вас может познакомиться с человеком, который буквально изменит траекторию вашей жизни. Это может быть учитель, покровитель, инвестор, партнер по делу или даже по жизни. В 11 доме Юпитер любит объединять людей вокруг идей, и если у вас есть мечта, план, проект, который связан с помощью другим, с заботой, с обучением, с темой семьи, детей, родов, питания, дома, эмиграции, путешествий, адаптаций, то сейчас наилучшее время, чтобы его запускать. Еще 11-й дом связан с деньгами от общества. Вы можете получить грант, донаты, инвестиции, помощь от подписчиков, коллег, государства. Кто-то подаст в иммиграционную программу, получит поддержку через коллектив, объединение, международный фонд. У других могут быть доходы от инфопродуктов, консультаций, групповой работы, курсов. Вы можете собрать команду помощников, выйти из одиночной работы в масштаб. Это год, когда можно перестать стесняться и начать делиться тем, что вы знаете, умеете и чувствуете. В 11 доме с Юпитером сбываются мечты, потому что 11 дом — это дом мечт, у вас может сбыться какая-то ваша большая мечта. Вспомните, о чем вы мечтали в прошлом, но считали это невозможным. Этот транзит может вернуть эту мечту и дать вам ресурсы для ее реализации. Может прийти человек, который вдохновит вас, подтолкнет и скажет, что ты можешь. И вы действительно сможете, если не будете держаться за старые страхи. Не бойтесь выходить в люди, не бойтесь выходить за рамки, не бойтесь говорить, не бойтесь мечтать масштабно. Юпитер в Раке здесь очень поддерживающий, и он буквально говорит, что вы должны найти своих людей, и вы вырастете тогда в 10 раз быстрее вместе с ними. Идите туда, где вас принимают и где можно быть самим собой. Именно там сейчас для вас сила. 11 дом — это дом мечт. Юпитер сейчас находится в Раке. Рак связан с домом, с семьей. Может быть, сбудется какая-то мечта, вы начнете жить там, где вы мечтали, или какая-то мечта, связанная с семьей. А может, кто-то из вас наконец-то попутешествует в сторону своей мечты. И, скорее всего, это будет какой-то остров или там, где будет океан, море, то есть много воды. Не бойтесь мечтать, записывайте свои мечты, делайте карту желаний,
потому что Юпитер в 11 доме может дать вам реализацию всех ваших мечт или самой главной большой мечты. Весы, для вас этот транзит будет идти по вашему 10 дому гороскопа. Это дом карьеры, статуса, достижений, признания, публичности, ответственности и личной миссии. Это один из самых сильных и ярких домов, и Юпитер в этом положении может буквально поднять вас на новый уровень в глазах общества. Это год, когда вы можете заявить о себе, получить признание, занять важную должность, открыть свое дело, выйти на сцену, начать показывать свои таланты. И самое главное, поверить, что вы достойны большего. Кто-то из вас впервые окажется в позиции руководителя, кто-то начнет свое дело, кто-то сменит сферу и сделает смелый шаг в профессии, которая по-настоящему откликается. Для кого-то это выход в медийность, видео, выступления, блог, публикации. Для других это может быть признание в профессиональной среде, предложение от крупной компании может быть, важная рекомендация, сильный покровитель, учитель, ментор или шанс работать в международной сфере, потому что Юпитер у нас всегда расширяет границы. Также это может быть год, когда вы получите важные документы, визу, разрешение на работу, одобрение на проживание или смену статуса. Все, что связано с государственными структурами, карьерными процессами, профессиональными задачами, все будет расширяться. Также это еще и дом статуса. Возможно, вы выйдете замуж, родите ребенка. Все, что касается вашего статуса, может сейчас расширяться в ближайший год. Это будет год, когда вы почувствуете, что готовы брать на себя больше ответственности, авторитета, задач. Юпитер вам все это даст, может, даже если вы не будете это чувствовать. Это все может вам дать Юпитер и помочь вам расти через зрелость. Он буквально говорит, что если ты готов взять на себя ответственность, то будет результат. Кто-то из вас может перейти на другую ступень не только в карьере, но и в жизни. Можете стать родителем, официально оформить брак, получить признание в семье, укрепить свою позицию. Также это может быть момент, когда в жизни произойдут важные перемены, связанные с родителями, особенно с отцом. Кто-то будет заботиться о родителях, кто-то унаследует дело семьи, кто-то пройдет через переоценку своего пути, отдаление от родительского сценария и поймет: я сам строю свою судьбу. Юпитер здесь может дать вам ресурсы и удачу, если вы готовы показать себя миру. Не прячьтесь, не стесняйтесь своего профессионализма, своего мнения, своих знаний. Если вы давно хотели поменять направление, получить повышение, пойти в ту сферу, где душа, то сейчас самое лучшее время. Юпитер вам в этом поможет. Особенно поддержаны профессии, которые связаны с заботой, образованием, детьми, недвижимостью, питанием, искусством, психологией, ведением проектов, где вы не только даете продукт, но и создаете атмосферу. Сейчас это время строить имя, создавать основу для будущего, не только думать о деньгах, но и о репутации, о вкладе и о смысле. Вы можете начать путь к настоящему признанию, если не боитесь выйти из тени, из зоны комфорта. Юпитер вас поддержит, если вы готовы сказать: да, я умею, да, я могу и да, я достоин или достойна. Весы. В любом случае Юпитер в этом году даст вам смену статуса. У кого-то это иммиграционный статус, у кого-то это статус родителя, у кого-то статус из девушки перейти в невесту или из невесты в жену. То есть у каждого будет свой статус. У кого-то он будет на работе, у кого-то дома, у кого-то в обществе, в социуме. Но Юпитер вам в этом поможет, и все будет продвигаться легко. Далее скорпионы. Для вас Юпитер переходит в ваш 9 дом. Это дом путешествий, образования, философии, духовности, эмиграции, международных связей, юридических процессов, расширения горизонтов и поисков смысла. Прекрасное положение Юпитера в 9 доме. Это один из самых вдохновляющих и перспективных домов гороскопа. И когда туда заходит Юпитер, планета, которая сама по себе управляет 9 домом, то начинается период настоящего роста. Кто-то из вас отправится в поездку, которая изменит взгляд на жизнь. У других скорпионов откроется возможность эмиграции, подачи на визу, получения гражданства, официального статуса. Может быть выигрыш в лотерею или участие в международной программе. Кто-то получит одобрение на обучение за границей, примет решение пойти учиться или преподавать. 9 дом — это всегда про выход за рамки, и у многих из вас начнется внутренняя или внешняя миграция. Вы перестанете видеть себя только в рамках того, кем вы были до этого, и появятся вопросы: куда я иду, в чем мой смысл и что я хочу
передать дальше. Путешествие по Юпитеру — это всегда прекрасно, это всегда возможности, удача, удовольствие, наслаждение. Поэтому я думаю, у Скорпионов в этом году будет много путешествий или качественных путешествий, действительно, где вы будете по-настоящему наслаждаться отдыхом. В период Юпитера в Раке вы захотите найти не просто знания, а живую мудрость, поддержку и внутреннюю точку опоры. Кто-то из вас пойдет в духовные практики, начнет изучать религии, психологию, философию, астрологию, духовное целительство. У других появится учитель или наставник, который поможет вам пройти сложный путь. Также 9-й дом — это дом закона, и вы можете выйти на новый уровень в юридических процессах. Кто-то может легко решить вопросы с документами, защитить себя, восстановить справедливость, если у вас какие-то судебные процессы. Кто-то займется преподаванием, начнет делиться своими знаниями, писать, снимать, рассказывать. Это может быть блог, книга, онлайн-школа, курс. Все, что позволяет вам нести людям смысл. Все это будет продвигаться, и Юпитер вам будет помогать. И чем больше в этом будет искренности, заботы, душевности, тем больше поддержки вы получите. Юпитер здесь может дать вам рост в самой широкой форме. В карьере через признание, в духовности через осмысление, в жизни через переезд. Главное — не бояться смотреть шире. Не застревайте в старом взгляде на себя. Это год, когда жизнь говорит вам, что ты можешь больше. Ты можешь выйти за границы, в которых видишь. Мир станет шире, если ты позволишь себе сделать шаг. Хотите вы или нет, Юпитер в 9-м доме может дать вам переезд и миграцию. И по 9-му дому это всегда приятная миграция, туда, куда вы хотели бы переехать, туда, где вам будет лучше. Юпитер — это расширение горизонтов, поэтому многие скорпионы переедут, эмигрируют, сделают документы в другой стране, вид на жительство, получат гражданство. Так как Юпитер в Раке, то это что-то связанное с семьей. Может быть, вы давно находитесь в эмиграции и не виделись с семьей, то этот год может принести вам долгожданную встречу. Возможно, кто-то из ваших родных переедет, эмигрирует, и границы вашей семьи расширятся. Далее у нас Стрельцы. Стрельцы, Юпитер переходит в ваш 8-й дом гороскопа. Это дом чужих финансов, трансформаций, кредитов, долгов, инвестиций, наследства, психологической глубины, интимной близости и всего, что происходит за кулисами. Это один из самых непростых, но самых трансформирующих домов. И хотя внешне это может быть не такой яркий год, как вам бы хотелось, именно в это время могут происходить глубочайшие внутренние и энергетические сдвиги, которые заложат фундамент для больших перемен. Юпитер в 8-м доме часто дает доступ к ресурсам других людей. Кто-то получит финансовую помощь, инвестиции, поддержку от партнера, алименты, выигрыш, грант, пособие или кредит на выгодных условиях. Возможно, у вашего партнера увеличится доход и таким образом повлияет на ваш совместный бюджет. Возможно, оформление страхования, социальных выплат, оформление пособий по уходу, материнского капитала, особенно если у вас дети или вы заботитесь о ком-то. Кто-то, может быть, получит наследство, у кого-то это будет раздел имущества, возврат долга, оформление бумаг, связанных с общими деньгами. Также возможны крупные траты, к примеру, на переезд, на закрытие старых долгов, на запуск бизнеса или на обучение. Но эти вложения будут нести в себе силу обновления. В 8-м доме Юпитер работает очень тонко. Он как будто подталкивает вас к внутренней честности. Вы можете вдруг увидеть свои страхи, зависимости, незавершенные энергетические узлы. И если вы решите с этим работать, это может стать одним из самых глубоких периодов исцеления в вашей жизни. Психотерапия, духовные практики, погружение, работа с родом, с чувствами, с интимной близостью, с уязвимостью, страхами. Все это может выйти на первый план. Кто-то из вас осознает, что больше не может жить поверхностно. Захочется глубины, захочется быть не просто в отношениях, а в соединении. И Юпитер даст такую возможность, если вы готовы открыться. Также 8-й дом — это дом сексуальности, и у кого-то могут быть перемены в этой сфере. Более глубокий контакт с партнером, зачатие, восстановление близости, переход на новый уровень интимного взаимодействия. У других, наоборот, завершение разрушительных связей, которые отнимали у вас энергию. Это может быть год, когда вы научитесь отпускать, прощать или даже отпускать контроль и страх потерь.
Юпитер в раке здесь говорит вам, что сила не в том, чтобы держать, удерживать, а в том, чтобы доверять. И когда вы начнете доверять деньгам, чувствам, процессам, партнеру, все начнет работать в вашу пользу. Это отличное время для того, чтобы разобраться с финансами, особенно с кредитами, долгами, инвестициями. Кто-то закроет старые обязательства, у кого-то появится шанс вложиться во что-то, что даст плоды в будущем, потому что 8-й дом — это еще инвестиции. Главное не действовать из страха, а из чувства внутреннего доверия. Это год, когда могут укрепиться ваша финансовая безопасность, но не напрямую, через ощущение, через вашего партнера, через закрытие, через глубокую переоценку. Все, что умирает, умирает, чтобы вы могли переродиться. Все, что приходит, приходит, чтобы наполнить вас силой. Не бойтесь смотреть вглубь. Там сейчас ваши самые большие ресурсы. Козероги, Юпитер переходит в ваш 7-й дом. Это дом партнерства, брака, официальных союзов, клиентов, контрактов, общения один на один, а также всех важных людей, которые играют ключевую роль в вашей жизни. Это может стать годом настоящего объединения с другим человеком, будь то в любви, в бизнесе или в судьбе. Юпитер в 7-м доме расширяет все партнерские связи, а значит, вы можете начать новые отношения, заключить важный контракт, выйти замуж или жениться, познакомиться с человеком, который повлияет на вашу жизнь. Если вы уже в отношениях, они могут выйти на новый уровень. Вы начнете жить вместе, решите оформить брак, заведете ребенка, переедете или просто почувствуете, что стали ближе. Это год, когда в вашу жизнь могут прийти люди, которые будут играть очень важную роль, как зеркала, как помощники или как союзники. У кого-то из вас появится бизнес-партнер, клиенты, новая аудитория, с которой можно строить доверие и развитие. Особенно хорошо будут эти сферы, где вы работаете с людьми напрямую. Консалтинг, психология, сопровождение, переговоры, юриспруденция, продажи, контракты. Юпитер здесь может принести вам важную встречу с наставником, с преподавателем, с инвестором или просто с человеком, с которым будет глубинный обмен. Это год, когда важно не уходить в одиночество, а учиться выстраивать настоящие, зрелые, глубокие связи. Те, кто боятся близости, могут столкнуться с тем, что Вселенная будет подталкивать вас к доверию, к открытости и к соединению. Также 7-й дом — это дом договоров, официальных соглашений. У кого-то может быть судебное дело, переговоры, подписание важных бумаг, контрактов. Юпитер здесь дает поддержку. Вы можете выиграть дело, получить компенсацию, выйти на справедливые условия. Это хороший момент для оформления бумаг на брак, бизнес, партнерство, на соглашение. Также возможна эмиграция через брак, воссоединение с партнером, оформление статуса как жены, мужа, партнера по визе. Все, что связано с формулировкой «мы», будет расширяться в ближайший год. Это будет время, когда вы научитесь делить жизнь с другим. Свои страхи, свои цели, свое пространство, свои ресурсы. Если вы одиноки или чувствуете одиночество, то это время, когда вы можете встретить человека, рядом с которым почувствуете себя в безопасности. Юпитер в раке делает партнерство мягким, поддерживающим и душевным. Это не буря страстей, а чувство настоящего дома. Кто-то начнет отношения с человеком из другой культуры, национальности, другой страны или через эмиграцию, учебу и совместную работу. Главное, не бойтесь открываться. Именно в соединении с другими людьми вас ждет сила. Этот год может научить вас рядом быть не страшно, а радостно. Если вы впустите другого человека в свою жизнь, вы не потеряете себя, а только станете более целостнее. 7-й дом — это не только про отношения, это еще и партнеры по бизнесу, партнеры деловые. Возможно, вы начнете вести дело с кем-то из другой страны, другой национальности или с кем-то, кто за границей находится. Далее, Водолеи. У вас Юпитер идет по вашему 6-му дому. Это дом работы, повседневных обязанностей, здоровья, режима, заботы о теле, служения, домашних животных и всех систем, которые обеспечивают вашу реальность и вашу повседневность. Это очень практичный дом, и когда туда заходит Юпитер, он начинает расширять именно сферу повседневной жизни, рутину, рабочий процесс, расписание, физические нагрузки и даже пищевые привычки. Для многих из вас это может быть год, когда вы начнете работать больше, но при этом с большим удовольствием. Юпитер здесь может дать рост в профессиональной сфере. Вас могут взять на работу, повысить, предложить новую должность, расширить обязанности.
но так, чтобы это было по душе. Кто-то из вас начнет работать в сфере заботы, питания, психологии, образования, ухода за другими. И именно в этом найдет не просто заработок, а ощущение смысла. Многие из вас, водолеи, в ближайший год найдут работу или занятие по душе. Многие из вас, водолеи, в этот период могут начать серьезно заниматься своим здоровьем. Не потому что надо, а потому что вам станет действительно по-настоящему важно, как вы выглядите и как вы себя чувствуете. Кто-то перейдет на более мягкое питание, кто-то заведет распорядок дня, начнет гулять, заниматься своим телом и ходить к врачу не только тогда, когда надо. Это время профилактики, заботы и выстраивания опоры в теле. У кого-то из водолеев произойдет исцеление, особенно если раньше здоровье страдало от стресса и переутомления. Также Юпитер может дать вам животное. Возможно, вы заведете кота, собаку или начнете помогать бездомным животным, волонтерить, заботиться. Может, вы решите завести помощника или помощницу по дому, няню, или сами станете таким человеком, кто организует пространство для других. Работы в целом у вас станет больше, у кого-то будет много клиентов, заказов, проектов, повседневных задач. И сначала может показаться, что это утомительно, но потом вы поймете, вы создаете свою стабильность. Юпитер в Раке дает душевную наполненность, когда вы делаете что-то простое, но теплое. Кормите кого-то, лечите, ухаживаете, учите. Это может быть год, когда вы научитесь радоваться мелочам. Также возможны изменения в рабочем коллективе, новые сотрудники, более дружелюбная атмосфера или наоборот, вы уйдете из токсичной среды и найдете место, где спокойно и по-настоящему душевно. Юпитер в 6-м доме — это еще и дом иммиграции через работу. Кто-то может получить разрешение на трудоустройство, контракт, оформить официально свои документы, выйти из тени. Также могут прийти новые обязанности, связанные с заботой о других, о ребенке, родителе или партнере. Это может быть утомительно, но и даст вам силу. Юпитер здесь учит вас, что каждый день — это возможность расти. Даже если вы просто наводите порядок, помогаете что-то улучшить, то вы движетесь вперед. И в этом году именно повседневная стабильность станет для вас источником удачи. Чем добрее, мягче, внимательнее вы будете к себе и к тем, кто рядом с вами, тем больше поддержки вы получите от жизни и от Вселенной. Кто-то из водолеев эмигрирует в связи с работой. Может быть, вам предложат контракт за границей, а кто-то, возможно, подпишет контракт с международной компанией, но не будет никуда выезжать. Как раз вам приведу пример. У меня асцендент в Водолее. 6-й дом — это дом работы. И моя деятельность может быть связано с тем, что у меня вырастут подписчики из других стран, разных национальностей, разных народов, разных культур. Потому что то, что я делаю, то, что я транслирую, видят в разных точках мира. У каждого из нас проиграется по-разному этот период Юпитера в Раке. Но я знаю точно, что Юпитер принесет всем нам удачу, счастье, везение, потому что Юпитер находится в своем самом лучшем положении. Желаю всем водолеям, чтобы вам Юпитер принес улучшение в вашей повседневной жизни, больше радости, больше счастья, больше легкости в рутине. Если вы ищете работу, обязательно Юпитер вам принесет работу, которая будет доставлять вам удовольствие. Если вы ищете исцеление, то Юпитер в 6-м доме также может вам это дать в ближайший год. Далее, рыбы. У вас этот транзит Юпитера будет проходить по вашему 5-му дому. И это прекрасно, потому что 5-й дом — это дом любви, радости, творчества, детей, самовыражения, романтики, отдыха, удовольствия, игр и жизненного вдохновения. Это один из самых теплых и счастливых домов гороскопа. И когда туда заходит Юпитер, планета большого счастья, то там действительно может стать легче, теплее и радостнее жить. Это тот самый период, когда вы можете снова почувствовать вкус жизни, вдохновение, влюбленность, радость от простых вещей. У кого-то из рыб может начаться новый роман. Очень мягкий, душевный, трепетный, с глубоким эмоциональным соединением. У других может быть восстановление любви и чувств в уже существующих отношениях. Вы вспомните, за что вы выбрали этого человека, начнете снова встречаться как будто с нуля и пойдете вместе в новый период.
5-й дом — это еще дом детей, и для кого-то Юпитер может принести беременность, рождение ребенка, либо важные события в жизни детей, поступление, поездка, поддержка, признание. Возможно, вы будете заботиться о ребенке как наставник, педагог или помощник. Юпитер в Раке здесь может дать очень теплый контакт с детьми, чувство, что вы кому-то нужны, что вы умеете любить. Также 5-й дом — это творчество. Кто-то начнет рисовать, петь, снимать видео, писать, работать руками, готовить, танцевать, создавать. И не ради денег, а ради удовольствия. И через это начнет выстраиваться ваша настоящая самооценка. Кто-то из вас может выйти в публичность, начать делиться собой в соцсетях, на сцене, в видео. И это будет приятный, нужный, душевный контент. Также это время хобби, развлечений, встреч, теплых событий, свиданий, танцев, концертов, поездок, праздников. Все, что делает вас живыми, будет вас наполнять. Кто-то встретит человека из другой страны, влюбится, откроет в себе то, что давно спало. У кого-то это может быть курортный роман. Также в этот период возможны важные документы, связанные с детьми, с образованием, творчеством. Может быть поступление, поездка, грант, виза, официальная регистрация. 5-й дом может дать признание за талант. Вы получите награду, победу, похвалу, даже если просто делаете то, что любите. Или, возможно, ваши дети получат какое-то достижение. Юпитер здесь учит, что вы имеете право радоваться, создавать, быть в любви. Это год, когда вас будут любить за то, просто кто вы есть. Не бойтесь светиться, показывать себя и быть настоящими. Все, что идет от сердца, будет поддержано. Это время, когда вы можете раскрыться, как цветок на солнце. И в этой вашей открытости будет ваше настоящее счастье. Юпитер в Раке принесет каждому из нас возможность восстановить фундамент — эмоциональный, семейный и внутренний. Это время, когда поддержка приходит через близких, через род, через дом, заботу и душевную зрелость. У кого-то могут быть важные перемены в семье, у других переезд, оформление жилья, беременность, возвращение к своим корням или обретение внутреннего спокойствия после сложного периода. Это транзит не о внешнем блеске, а о глубинной стабильности и настоящей опоре. Я знаю, что вы оставляете свои комментарии под видео для каждого знака, чтобы я рассчитала ваш асцендент. Я стараюсь всем ответить под каждым видео, более 500 комментариев, и некоторые из них затерялись. Вы можете сюда писать под этим видео свою дату рождения, время рождения точное и место рождения. Я для вас бесплатно рассчитаю асцендент, Солнце и Луну. Вы сможете правильно смотреть свои гороскопы, так как у многих асцендент проигрывается больше, чем Солнце. Очень много ваших комментариев под видео на май для каждого гороскопа. Если ваш комментарий затерялся, я не рассчитала ваш асцендент, продублируйте в этом видео и напишите, что вы повторно просите рассчитать ваш асцендент. Очень много комментариев теряются, я стараюсь отвечать каждому. Спасибо большое, что пишете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии про то, как проигрывался Юпитер в прошлый транзит по знаку Рака. Если вы, конечно, помните, с 2013 по 2014 год. Также у меня есть Инстаграм, можете подписываться, буду вас рада видеть там. Когда вас станет больше, буду выкладывать больше повседневной жизни своей и делиться с вами астрологическими советами. На канале, в описании канала именно есть прямая ссылка, и в закрепленном комментарии оставлю название Инстаграма. Спасибо за просмотр. Желаю, чтобы Юпитер принес вам исполнение вашей самой заветной мечты.